Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на канале Простейшая рыбалка. Я понимаю, из-за праздников некогда смотреть ролики о изготовлении снастей. Но чтобы немножко отвлечься, сегодня сделаем очень интересную снасть для ловли карася, небольшого карпа и леща. Снасть очень простая, не очень популярная, но интересная. Для изготовления нам понадобится такая вот кормушка. Кормушка под названием «Река». Вес кормушки подбираем под условия рыбалки. Есть течение, вес больше, нужно бросать, дальше тоже вес больше, а если течения нету, то и вес поменьше. Учитывайте тот факт, что сюда мы добавляем прикормки, вес прикормки плюс 25-30 грамм до веса снасти. Чем такая кормушка отличается от обычного флетика? Во флетику хуже держится прикормка, а нам нужно, чтобы прикормка держалась хорошо. А от арбуза, арбуз всегда ложится непонятно в каком положении, а эта кормушка всегда ложится грузилом вниз. Поэтому если мы залепим сюда крючки сверху, то наши крючки будут находиться всегда сверху. Также нам понадобится 2 крючка, кусочек какого-то поводочного материала, либо плетенки. За основу мы используем леску, леска в диаметре 0,4-0,45. Слишком тонкую не нужно, чтобы не путалась. Одна обычная такая резиновая бусина, амортизатор. И обычный такой вертлюжок. Вертлюжок и застежка. Но мы их разделим по отдельности. Нам нужен именно вертлюжок, а застежка это для фиксации снасти к основной леске. Поэтому сразу ее разбираем на 2 части. Отматываем где-то 50-60 сантиметров лески. Слишком много не нужно. 60 сантиметров это с запасом, если вы плохо вяжете узлы и у вас много лески уходит на хвостики. Как я и сказал, лесочка нам нужна в диаметре 0,4-0,45, не слишком тонкая, чтобы не путалась. Цвет лески роли не имеет, это основа. Основа лески рыбу не пугает, как по мне. А вы уже смотрите. Можно и прозрачную, но прозрачную плохо видно, когда делаю узлы. И дальше берем такой вот маленький вертлюжок. Вертлюжок привязываем обычным узлом клинч. Здесь делаем 4-5 таких вот оборотов. И хвостик проселяем в эту петельку перед вертлюжком. Можно сделать и двойной клинч, то есть этот хвостик еще проселить в эту петельку. Хотите, покажу, вот так. Это выйдет у нас двойной клинч, как его еще называют. Смачиваем и затягиваем. Это я так делаю двойной клинч. Как правильно, я не знаю, пишите в комментариях. Может неправильно, поправьте меня. И хвостик отрезаем. Вот такой вышел узелок. Дальше берем резиновую бусинку, диаметр 5 мм и перетаскиваем ее на узелок. Вот так. Это будет как бы амортизатор и кормушка не будет разбивать наш вертлюжок. Кормушка весом у меня 70 грамм. Я буду ловить на водоеме, в крайней мере планирую ловить на водоеме, где глубина 3 метра и там небольшое течение. Плюс вес прикормки, это примерно 100 грамм, будет хорошо держаться. Вы же смотрите по условиям вашей рыбалки, можно кормушку ставить и легче. Запомните, ребята, идеальных снастей не бывает. Есть снасти, подходящие под определенные условия. Вот такая конструкция у нас должна получиться. Дальше берем еще один такой маленький вертлюжок. Вначале я забыл его показать. И одеваем его тоже на лесочку. Вот сюда опускаем, прям к нашей кормушке. И сверху здесь, на конце с обратной стороны, от кормушки мы отступаем где-то 20-25 сантиметров. И здесь можно сделать петельку, а можно привязать наш карабинчик. Обычный карабинчик для смены снастей. Я сегодня привяжу именно такой карабинчик. Давайте привяжем его другим узлом. Здесь делаем такую вот петелечку. Эту петельку наматываем 3 раза и хвостик проселяем в петельку. Затягиваем. У нас вышла такая затягивающая петелька. Хвостик отрезаем, оставляем примерно 3-4 мм. Как говорится, с запасом. Нашу основу отставляем в сторонку и переходим к привязыванию наших крючков. Планирую я ловить на червя опарыша, поэтому использую такие вот тоненькие крючки с насечками, 8 номер. Это не реклама крючков, используйте те крючки, в которые вы верите, которые вас не подводят на рыбалке и которые вам нравятся. Тогда будет и результат. Дальше поводочный материал, либо плетенка в диаметре 0,14-0,16, можно 0,18, но не тоньше. Также учитывайте тот момент, какую рыбу вы планируете ловить. Если рыба крупная, то соответственно и плетенка немножко толще, чтобы наверняка выдержала. Хвостик проселяем в ушко крючка, делаем такую вот петелечку и наматываем 5 раз. 4-5 раз. Это очень простой узелок, легко делается, быстро запоминается. Затягиваем
Все, крючок привязан. Такую снасть можно легко сделать и на рыбалке, потратив примерно 3-4 минуты. Я вместе со съемкой вкладываюсь в 4 минуты. Дальше линейка. Отмеряем примерно 6-7 сантиметров, лучше 6. И здесь делаем такую вот петельку. Почему поводок не длиннее? А потому что поводка у нас будет 2. И если будет длинный поводок, будет вероятность, что они между собой будут путаться. Очень часто мне в комментариях пишут, что такая снасть будет путаться. Да, ребят, снасти всегда путаются. Почему? Потому что мы ловим на 2-3 крючка. Не хотите, чтобы снасть путалась, ловите на один крючок. Ну и вероятность поклевки тогда будет немножко меньше. Привыкайте, такая жизнь. Так же само привязываем второй поводок. Так, поводочки я привязал, у меня получилась такая вот красота. Хотел сказать, что на такие крючки я уже ловил прошлым летом. И хорошо я на них отловился, но когда залетала у меня плотва, такая хорошая, грамм 600-700, несколько таких крючков я обломал, да. Увы, но эти крючки хоть и тоненькие, острые, но иногда их можно обломать. Поэтому смотрите, если ловите рыбу такую хорошую, крупную, то и крючок используйте какой-то другой, немножко толще проволока. Здесь такие насечки, хорошо на них ловить на червя, на опарыша, но крючок тонкий, проволока, соответственно, бывают и обломы. Поэтому смотрите. Берем поводочек, способом петля в петлю проселяем поводочек в нижний вертлюжок. Нижний поводочек готовый. И дальше берем этот вертлюжок, который у нас бегает по основе. И тоже способом петля в петлю одеваем второй поводок. Вот такая у нас получилась конструкция. Выглядит не очень надежно, но как на нее правильно ловить? Используя кормушки пружины, лучше всего использовать прикормку с большой клейкостью. То есть используя какой-то клей, либо нужно варить самому какую-то прикормку, кашу, чтобы она хорошо держалась здесь в кормушке. Но тоже не делайте из нее пластилин, чтобы она создавала немножко облако пыли. Тогда и рыбка лучше будет подходить к снасти. На крючки мы одеваем наживку, червяк, опарыш. Можно также использовать и плавающие насадки. Тут мы забиваем прикормку, хорошенько залепливаем полностью, чтобы залепить даже грузило наше. И сверху вот так ушком крючка вставляем в прикормку с одной и с другой стороны. Забрасываем, и крючки находятся в таком вот положении. Начинает прикормка немножко расходиться, в воде создается облако пыли и отпадают наши поводочки. Рыба подходит, обсасывает кормушку, видит наши крючки с прикормкой, берет крючок, поклевка, подсечка и трофей наш в садке. Так же самое и с нижним поводком. Оба поводка у нас скользящие, и нижний скользящий, и верхний поводочек тоже скользящий. Некоторые рыбаки, я знаю, делают здесь такой стопик, делают, какой-то ограничитель ставят, чтобы когда рыба идет в берег, случалась поклевка. Я это не делаю, потому что здесь у меня карабинчик, и когда рыбка отходит в сторону, все равно поклевку видно. Я использую механические сигнализаторы поклевки, штанги, и все поклевки я хорошо вижу. Если у вас толстая леска на основе, конечно же, тогда лучше поставить здесь небольшой ограничитель, чтобы когда случилась поклевка, здесь был как бы удар, и вы лучше увидели поклевку. Вот так. Снасть простая, интересная. Если вы ловили на такую снасть, обязательно напишите в комментариях, поделитесь своим мнением, чтобы другие рыбаки знали, стоит ли делать такую снасть. Я же в свою очередь скажу вам, ребята, стоит. Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе. Это уже проверено. Так что едьте на рыбалку, ловите рыбу, пробуйте разные снасти. Удовольствие от рыбалки будет намного больше. Всем хороших выходных. До встречи в следующих видео. Всем пока-пока.